Настоящий аутист не снимал бы видео на YouTube, ему это не нужно. Напридумывали себе болезни и бегают по врачам, тьфу. В 29 лет, 2 года назад, мне диагностировали аутизм, также известный как расстройство аутистического спектра, или синдром Аспергера, или высокофункциональный аутизм. Мое первое видео на этом канале набрало более 1 миллиона просмотров, а именно 1,5 миллиона. И, конечно же, это видео навлекло на себя самых разных людей, как тех, для кого это видео снималось, так и тех, кто просто проходил мимо и не был готов к подобной информации. И, конечно же, по доброй традиции интернетов, такие люди не отказывали себе в том, чтобы показать себя во всей красе. Признаюсь, пробираться через все это мракобесие было не самым приятным занятием на свете. Но спасибо тем людям, кто оставлял добрые комментарии, это были настоящие лучи света во всем этом мраке. В этом видео я решила пройтись по самым часто фигурирующим вопросам. Я буду либо вклеивать комментарии где-то здесь в видео, либо буду формулировать эти комментарии в какой-то один общий комментарий и отвечать на него. Я постараюсь развеять хотя бы некоторые мифы, которые я встречала у себя в комментариях. И также я постараюсь оставить это видео достаточно информативным, потому что во многих комментариях я видела недостаток знаний у людей и хотела бы прояснить многие моменты. Я понимаю, что те люди, которые на меня подписались, а это на секундочку 32 тысячи человек, за что вам огромное спасибо. И я не хотела бы делать это видео каким-то хейтом на хейт, но одновременно мне не хочется оставлять какую-то недосказанность, мне хочется прояснить многие вопросы, поэтому я делаю это видео и надеюсь, оно все-таки останется также полезным и информативным для вас. Что ж, давайте начнем. Итак, утверждение. Настоящий аутист не снимал бы видео на YouTube, ему это не нужно. Итак, кто вы такой, чтобы решать, что нужно аутистам, а чего нет? Вот мне, например, нужно. Я учусь слышать свои мысли, формулировать свои мысли, что для меня очень сложно. Тренируюсь говорить и, в конце концов, рассказываю о том, что мне лично интересно и также очень важно. Давайте уже уясним, что аутизм в первую очередь означает проблемы с коммуникацией и зацикленностями, а не умственную отсталость. Хватит уже ассоциировать с этим аутизм, потому что это далеко не диагностический критерий. И хотеть аутисты могут все, что им вздумается, даже если у них умственная отсталость. Следующее утверждение, что я пытаюсь выставить себя не такой, как все, особенной и, возможно, даже кого-то дискриминировать. Я не понимаю, как люди приходят к таким выводам, потому что я говорю в своих видео о том, как таких людей много, как нужно повышать осведомленность об этом. И вообще, как вы себе это представляете, что я как-то возвышаю себя или горжусь тем, что у меня проблемы с коммуникацией, что мне мешает это в жизни, и из-за этого я как-то ставлю себя выше остальных? Я не очень понимаю, как это работает. Если вы понимаете, то объясните мне, пожалуйста. В смысле, не то, чтобы я стыжусь этого, но я рассказываю о серьезных вещах, которые делают жизнь сложнее, чтобы кто-то почувствовал себя менее одиноким. Я, кстати, не считаю, что аутизм — это какой-то невероятный внутренний мир, как многие любят это романтизировать. Там все достаточно громко и тревожно, и большую часть времени ты проводишь в стрессе и перегрузке. И не знаю, у кого там радуги и единороги. И еще я абсолютно убеждена, что каждый человек необычен и уникален, и, возможно, вы это тоже поймете, если будете чаще общаться с людьми. Так, следующее утверждение. Зарабатываю на аутизме? Ищу славы? Коротко, нет. Но те, кто продолжают писать, что у меня воспаление хитрости, пожалуйста, продолжайте это делать, потому что это повышает шансы этого видео быть увиденными теми, кому оно нужно. Но вообще я также не понимаю этой то ли зависти, то ли непонятно чего. Вы это представляете себе так, что я сидела, вбивала в гугле, как стать популярным на YouTube, и мне выпала ссылка, где было написано, что притворитесь аутистом, снимите видео на YouTube, и море славы и денег вам обеспечены. Как-то так? Для меня на тот момент это было просто желание поделиться своей историей, плюс я люблю видеосъемку, и вышло так, как вышло, хоть для меня это также было шоком. Съемка таких видео для меня прекрасная возможность потренироваться формулировать мысли, говорить, замечать свои мысли и так далее.
И то, что мне сложно формулировать свои мысли, можно заметить по нарезке. Короче, что я хочу сказать, я просто сняла видео, и то, что оно так взлетело, это только ваша заслуга. Зарабатываю ли я что-то на своих видео? На самом деле я бы хотела, так как это достаточно трудоемкий процесс. Для начала это написание сценария, далее это съемка самого видео, которое далеко не легко мне дается, и это далеко не то количество времени, которое вы видите в левом нижнем углу, потому что видео-исходник занимает около 2 часов. 2 или более часов моих заиканий, повторений одной и той же фразы несколько раз, постоянно перегревающаяся камера, которую нужно остужать. Потом это монтаж этого 2-часового видео в одно 20-минутное видео с кучей нарезки, которые вы можете заметить в моих видео. Далее взаимодействие с комментариями, которые далеко не всегда приносят мне душевные силы и покой. В общем, я не вижу в этом ничего зазорного, учитывая, что мои видео оказываются полезными для очень многих людей, учитывая, что я делюсь очень личной информацией онлайн, но это далеко не мотиватор для меня. Есть загвоздка в том, что я из Латвии, и ведение какого-либо бизнеса с сами знаете какой страной либо затруднено, либо невозможно. Поэтому все, что я заработала, это небольшие копейки, которые капали мне с Ютуба, а это около 200 евро за 3 месяца. Как раз, чтобы сходить на несколько сессий психотерапии после взаимодействия с комментариями. Вот, надеюсь, что вопрос о моей жажде до денег и славы прояснен и закрыт. Кстати, под моим первым видео было некоторое количество негодований по поводу того, что я сказала, что мне страшновато снимать видео на русском. Многих это очень сильно задело, но я хотела бы прокомментировать, что я это взяла не с потолка. До того, как я начала снимать видео на YouTube здесь, я снимала видео на русском на TikTok. И то, что я увидела там, натолкнуло меня на эти страхи. То есть не поймите меня неправильно. Также у других блогеров не закрыты комментарии, и за свою жизнь я насмотрелась много чего и у других людей. Но это вообще не означает, что я как-то принижала русскоговорящих людей в целом. Я считаю, что хороших людей все равно больше, просто они тише. А у недовольных жизнью какая-то большая мотивация покричать и так, чтобы погромче. И я стараюсь не обижаться на таких людей, потому что я понимаю, откуда это все идет. Итак, следующее утверждение: родишь 5 детей и все пройдет, когда встретишься с настоящими проблемами. Нет, не пройдет, а умножится. Во-первых, дети сами по себе это огромная перегрузка, к которой мой аутичный мозг абсолютно не готов. Во-вторых, возможно, для вас жизнь это достаточно комфортное место, чтобы приводить сюда кого-то еще, но я себя так не чувствую. Я не хочу, чтобы кто-то похожий на меня проходил через все это, потому что я знаю, что у него есть все шансы провалиться. А в-третьих, я вообще не имею родительского инстинкта, и в лучшем случае дети мне не интересны. Если хотите узнать об этом побольше, то я где-то здесь оставлю ссылку, подсказку на свой англоязычный канал, где я сняла видео об этом. Следующее утверждение, что я слишком хорошо говорю для аутиста, а еще и знаю английский. А еще я знаю латышский, потому что я живу в Латвии, но все это далеко не означает, что мне легко этими языками пользоваться. И вообще, на секундочку, аутизм не означает, что у тебя должны быть какие-либо проблемы с языками. Но конкретно у меня они есть, и вы можете посмотреть на количество склеек в моих видео, и, возможно, тогда вы поймете, в чем секрет моей плавной речи. Хотела бы ответить на вопрос про книги, потому что я упоминала, что читала книги об аутизме. Я оставлю названия книг, которые я читала, в описании, или напишу где-то на видео. Но эти книги на английском, потому что на тот момент ничего на русском я не нашла, к сожалению. Не знаю, возможно, сейчас что-то поменялось, но надеюсь, они будут для вас также полезными. Были утверждения, что в видео я ною, и у меня есть синдром жертвы. Я считаю, что нет, потому что я просто рассказываю о своем опыте, как он есть. Возможно, до сих пор я больше говорила о трудностях, но я также планирую снять видео о положительных моментах, ведь они есть. И вообще говорить о трудностях не стыдно, и признавать трудности также не стыдно. Признание и осознание проблемы – это первые шаги к их решению, поэтому ничего плохого в этом не вижу. Следующее утверждение, что аутизм – это новый модный диагноз, но мне кажется, что мода – это называть модой все, что люди не понимают или не хотят понять.
На самом деле просто психиатрия развивается, и специалисты, и люди становятся более осведомлены о разных расстройствах и научаются их лучше распознавать и диагностировать. Поэтому может возникнуть ощущение, что наблюдается некий всплеск различных диагнозов у людей. Классификация меняется, люди чаще начинают получать правильные диагнозы, а не ошибочные, что очень хорошо влияет на качество их жизни. Я считаю, что это очень хорошо, и не понимаю негодования людей по этому поводу. Следующее утверждение, что раньше люди выделялись талантами, а теперь диагнозами. Если хотите, можете пройти по ссылкам в описании, но мне кажется, что я уже успела выделиться своими талантами в музыке, в рисовании, в лонгборд-дэнсинге, видеосъемке и многих других вещах. Но даже без всего этого я не считаю ничем плохим делиться своими диагнозами и своими трудностями с другими людьми, у которых такие же проблемы, возможно. Повышать осведомленность обо всем этом — это большой труд, и хватит уже его обесценивать. Следующее утверждение, что я все выдумала. Если честно, у меня нету цели кому-то что-то доказать. Если вам угодно думать так, как вы хотите, мне абсолютно все равно. Я делюсь своим опытом таким, какой он есть, и параллельно узнаю о себе много нового благодаря некоторым вопросам, которые задают мне в комментариях, которые наталкивают меня на новые мысли. Но давайте представим на секундочку, что я хотела бы что-то придумать. Лично мне кажется, что в таком случае было бы логично рассказывать более типичные вещи, присущие аутизму, например, такие, какие показывают в фильмах. Я лично на своем примере хочу показать, каким аутизм может быть. Также поделиться, как это все ощущается изнутри. Потому как раньше больше информации исходило от людей, которые работают с аутистами, но аутистами не являются. Но сейчас это, к счастью, меняется, и все больше аутичных людей делятся своим опытом из первых уст, что мне кажется очень ценно. Это действительно показывает все разнообразие. Была категория комментариев, которая начиналась со слов «Я считаю, что аутизм — это…» и вставьте нужное или ненужное. Эти сообщения совершенно не имеют никакого смысла. Аутизм изучается, есть конкретные определения, что такое аутизм, откуда это, почему и куда. И то, что лично вы считаете, что такое аутизм и что может считаться аутизмом, а что нет, не имеет никакого смысла, потому что это просто ваши фантазии. Некоторые люди в комментариях обвиняли психиатров в том, что это шарлатаны, к ним не нужно ходить. Но вот мне интересно, если у вас геморрой, вы тоже лечите его картами Таро и заговорами? Если что, то мозг — это точно такой же орган, который также может болеть и может нуждаться в лечении. И психиатры именно этим и занимаются. Поэтому не вводите в заблуждение людей, и если вам необходимо, то обращайтесь к специалистам. Утверждение, что аутичные черты есть абсолютно у каждого, и все мы немного аутичны. Что ж, аутичные черты не равно аутизм. Например, у моего мужа есть аутичные черты, но у него нет проблем с построением коммуникации. Но в целом вы увидите большую разницу между ним и мной, и тем, как мы реагируем и ведем себя в одинаковых ситуациях. Кстати, есть идея снять с ним совместное видео, где бы мы отвечали на вопросы из теста на аутизм и делились бы своими мыслями. Так что, если вы поддерживаете эту идею, то ставьте лайки, например. Сейчас я один комментарий зачитаю и отвечу на него. Какой смысл хвалить о какой-то маскировке, когда это даже не болезнь, а просто небольшие отклонения в психике, которые большинством людей воспринимаются адекватно? Ну, как бы не вам решать, насколько у меня большие или небольшие отклонения и насколько это влияет на качество моей жизни. А также вы не знаете, сколько помощи и специалистов необходимо конкретному человеку, чтобы хорошо жить. Всего этого вы не знаете и не видите, поэтому не вам судить. Следующее утверждение, что каждый второй аутист, и сам себя я тоже могу отнести к их числу. Так интересно наблюдать, как люди накладывают свой опыт на все человечество. И открою тайну, то, как вы функционируете, не означает, что так функционирует каждый человек. Но мне лично кажется, что люди, говорящие такое, не совсем поняли, о чем шла речь. Может, просто не надо к врачам ходить? Отлично формулируешь мысли, отличная речь. У меня вопрос. А вы не думали, что к врачам пошла я не от скуки и нечего делать, а потому что возникла необходимость? Напридумывали себе болезни и бегают по врачам. Тьфу. В кадре 18-летняя девушка. Какой 31 год? Не верю. Что ж тут говорить, если люди даже не верят в мой возраст? Кстати, а как должны выглядеть люди в 30 лет? Потому что все мои ровесники выглядят так же, как и я,
И я не совсем понимаю, о чем речь. Может быть, это пишут очень молодые люди, которые думают, что люди в 30 лет выглядят на 50? Может быть. Итак, я думаю, что на сегодня достаточно. Возможно, когда-нибудь я сниму продолжение, хотя не уверена, потому что люди, которые пишут желчь, в основном пишут одно и то же, и вряд ли что-нибудь наберется, но вдруг. Возможно, я захочу сделать видео с ответами на вопросы, и, возможно, я сделаю какой-то отдельный пост, где попрошу вас задавать мне вопросы для видео, либо вы можете задавать их здесь под видео, я буду их куда-то сохранять, либо как-то коротко тоже буду вам отвечать в комментариях. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Можете посмотреть остальные 3 моих видео на этом канале, чтобы понять, кто я и что я. И надеюсь увидеть вас снова. До встречи!